Глава 481. Возвращение. Пха! Громко вскрикнул Мэн Хуцзы, выплевывая луч кроваво-красного света в кровавого паука. Как только луч света коснулся кровавого паука, он тут же окутал его кроваво-красным туманом. Кровавый паук зашипел и рассвирепел, словно на него нападали. Когда Хань Ли увидел это, в его сердце вспыхнул гнев. Когда Хань Ли услышал название техника берсерка, он сразу понял, что это тайная техника культиваторов дьявольского Да, которая несла за собой негативные последствия. Эти старые дьяволы использовали технику, даже не рассказывая его об этом или не рассматривая последствия ее воздействия на кровавого паука. Они не считали нужным советоваться с культиватором стадии формирования ядра. Хотя Хань Ли ожидал этого, он все равно смутился, когда они сделали это. В настоящий момент кровавый паук практически полностью поглотил кроваво-красный туман. Изначально сверкающее, полупрозрачное тело паука стало кроваво-красным, словно было вырезано из куска рубина. Глядя на эту трансформацию, он тут же вспомнил свирепую внешность кровавого паука в подземной пещере в небесном южном регионе. У него был тот же цвет и интенсивность, что и у свирепого кровавого паука, что он тогда видел. Он тут же просканировал его своим духовным чутьем и почувствовал, что от паука исходила жестокая аура, будто он потерял разум. Пока Хань Ли пытался прийти в себя от испуга, Мэн Хуцзы закричал на него: «Чего ты медлишь? Пусть твой паук скорее действует». Время действия техники берсерка ограничено. Он яростно уставился на Хань Ли. Тому пришлось подавить свой гнев и заставить кровавого паука снова тянуть паутину. К счастью, кровавый паук все еще послушно выполнял его приказы, несмотря на то, что находился в состоянии берсерка. В его зеленых глазах сверкнул кроваво-красный свет, а его острые лапки отчаянно вцепились в землю, и он снова стал подтягивать паутину. Земля вокруг затряслась, а из отверстия с котлом раздался громоподобный звон. Мэн Хуцзы и остальные были чрезвычайно рады этому. Ослепительный синий свет внезапно вырвался из отверстия и поднялся на 30 метров вверх над алтарем. Хань Ли на мгновение почувствовал, что его тело похолодело, но потом он снова согрелся. Барьер сверкающего лазурного света защитил его. Хань Ли был ошеломлен, но тут же понял, что Цинь в несколько раз увеличил свой световой барьер и закрыл его под своей защитой. Старик сказал с торжественным выражением: «Будь осторожен. Пока поднимается небесный котел, холод будет становиться сильнее». Неизвестно, сколько культиваторов в поисках сокровищ погибли из-за этого. Сказав это Хань Ли, взгляд Цинь снова сосредоточился на отверстии. Казалось, он нервничал. Когда Хань Ли услышал это, его сердце вздрогнуло. Сколько культиваторов за время пытались достать котел? Почему все они потерпели неудачу? Хотя Хань Ли весь был в сомнениях, он знал, что сейчас не время задавать эти вопросы. Он мог только беречь себя и наблюдать за тем, что происходит в центре алтаря. Было очевидно, что небесный котел был чрезвычайно тяжелым. 3 духовных зверя, используя всю свою силу, за такой промежуток времени смогли лишь немного сдвинуть этот котел. Но даже в этом случае синий свет в центре алтаря стал ярче в 2 раза. Не говоря уже о Цзень и других, даже Учжоу и Костяной Мудрец, что стояли снизу, наблюдали за этим, не моргая. Пока Учжоу сжимал руки в предвкушении, на лице Костяного Мудреца было сложное выражение, которое означало как предвкушение, так и нерешительность. За исключением звука постепенного поднятия небесного котла, вокруг было тихо. Все смотрели на отверстие, затаив дыхание. Все, кроме Хань Ли. Он волновался за своего кровавого паука. В конце концов, у него не было никаких планов на небесный котел, поэтому больше всего он беспокоился за своего паука, который кропотливо поднимал котел. Внезапно он заметил нечто потрясающее: цвет паутины паука изменился. Сначала он был молочно-белым, а теперь паутина была окутана слоем слабого синего сияния. Хотя это изменение было настолько слабым, что его можно было заметить, только прищурив глаза, его изначальный цвет определенно изменился. Пока Хань Ли размышлял над этим, внезапно он услышал шум позади себя. Несмотря на то, что шум был довольно тихим, в этой тишине его можно было услышать. Сначала он был удивлен, а потом повернул голову со скрытым восторгом. Этот звук издавал барьер, который был разорван при входе на каменные ступени. Цзень, Инь и другие также отчетливо слышали этот звук. Выражение Мэн Хуцзы изменилось. Он выругался и опустил свою руку на мешок для хранения духовных зверей, что висел у него на поясе. Оттуда вылетела вспышка желтого света, которая превратилась в желтую пятнистую пантеру. Ее тело было не только в несколько раз больше, чем у обычной пантеры, но у нее также был 3-й глаз, который сверкал слабым желтым сиянием. В глазах Цинь вспыхнул холодный блеск. Он сказал ледяным голосом: «Вань Тиньмин и другие здесь».
Похоже, что моя лазурная птица и демонические трупы уже пали. Очевидно, они не хотят позволить нам захватить сокровища, и поэтому вернулись, чтобы напасть на нас. Мы должны задержать их как можно дольше. Небесный котел уже на полпути. Однако сила притяжения на котле будет становиться все больше с его приближением к поверхности. Это не то, что можно вытащить за короткий промежуток времени, с мрачным выражением на лице сказал Цзень-инь, но он не был удивлен этому. Казалось, он ожидал их возвращения. Все так, как ты и говорил. Цинь знал, что они находятся на грани великой битвы, и тут же отреагировал. Взмахнув рукой, из его рукавов вылетела стая лазурных сфер. Это были более сотни лазурных птиц. Хотя эти птицы были всего лишь размером с кулак, у них были острые перья и клювы. Все они молча плыли над стариком, являя собой впечатляющее зрелище. Цзень-инь тем временем сделал руками жест заклинания. Внезапно из его тела стала медленно испаряться туманная дымка. Как только этот дьявольский туман распространился по воздуху, вокруг него появилось 15 темно-зеленых бронированных демонических трупов. Мэн Хуцзы холодно взглянул на двух других культиваторов формирования ядра. Учжоу поспешно сделал несколько шагов к алтарю с беспокойным выражением. Костяной мудрец только несколько раз перевел взгляд, но остался стоять неподвижно. Неизвестно, что он намеревался делать. Увидев, что костяной мудрец не двигался, Хань Ли на мгновение нахмурился, но тут же расслабил лицо. Несколько полос света достигли его с удивительной скоростью, появившись перед алтарем всего за долю секунды. Свет исчез, являя перед остальными 3 культиваторов праведного Да. Ван Тиньмин, пронесшись мимо кровавого паука, который поднимал небесный котел, спокойно сказал: «Хорошо, очень хорошо». Культиваторы дьявольского Да переглянулись между, не зная, что он имел в виду под его словами. Мэн Хуцзы посмотрел на него и ответил: «Хорошо. Да, чувствую себя неплохо. Но было бы лучше, если бы ты не приходил». Ван Тиньмин равнодушно сказал: «Я тоже не хотел приходить, но кто бы мог подумать, что у этого мальца есть давно вымерший кровавый паук. Как я мог уйти просто так?» Сказав это, он слегка свистнул. Мэн Хуцзы и другие были поражены. Пока они думали, что за технику собирается использовать противник, Ван Тиньмин стоял на месте. Внезапно вспыхнул белый свет. Словно молния, синее существо, похожее на мышь, скользнуло к нему на руку. В этот момент мастер секты Мириад Ворот Просвещения усмехнулся культиватором дьявольского Да. «Камни сдвигающий зверь!» Невольно воскликнул Цинь, увидев зверя. «Хех! Если бы я не оставил его следить за вами, откуда бы я узнал, когда мне стоит вернуться? У камня сдвигающего зверя нет выдающихся способностей, кроме его скрытой трансформации в камень. Даже с вашими глубокими способностями вы не могли бы обнаружить его. Кажется, я был прав, когда оставил его». Ван Тиньмин осторожно погладил зверька на руке и еще раз взглянул на кровавого паука. Он неторопливо сказал: «У вас есть 2 варианта. Первый — я убью кровавого паука и сброшу котел на место. Второй вариант — мы поделим сокровища котла между собой. Я не могу позволить вам монополизировать сокровища котла». Казалось, что Ван Тиньмин заранее все планировал и не боялся их отказа. Глава 482. Битва началась. Разделить сокровища котла пополам. Цзень-инь нахмурил брови, словно размышляя над этим. Он думал над тем, что мог забрать часть сокровищ своего названного ученика, поскольку он бы в любом случае получил малую долю сокровищ. Но прежде чем Цзень-инь смог продолжить рассмотрение этого вопроса, Мэн Хуцзы нагло рассмеялся: «Поделить пополам сокровища небесного котла с тобой? Ван Тиньмин, что-то ты слишком размечтался. Ты что, хочешь вырвать кусок мяса прямо у меня из пасти? Давай посмотрим, насколько острые твои когти». Затем Мэн Хуцзы крикнул, и огромная пантера, которая сидела перед ним, внезапно встала и зарычала. Она открыла 3-й глаз и выпустила желтый луч света в Ван Тиньмина. «Животное, ты ищешь смерти!» Яростно закричал Ван Тиньмин. Он не ожидал, что Мэн Хуцзы начнет атаку, даже не подумав над его предложением. Независимо от того, как это выглядело, у него была поддержка со стороны ледяного дракона и призрачной черепахи. Ван Тиньмин взволнованно вскликнул и пустил пучок фиолетового света на перехват желтому лучу. В тот момент, когда лучи света встретились, вспыхнула желтая вспышка. Фиолетовый свет затрещал и бесследно исчез. Вместо него с воздуха начал падать дымящийся белый предмет. Но прежде чем кому-либо удалось его рассмотреть, он уже разбился. Теперь от него остались обычные каменные осколки. Все, кто видел это, были ошеломлены и полны сомнений.
Когда Ван Тиньмин увидел это, его выражение лица изменилось несколько раз, и оживленный взгляд в его глазах исчез. Он с недоверием крикнул: «Аберрантная техника! Твоя трехглавая пантера — это модификация духовного зверя». Услышав слова «модификация духовного зверя», люди с обеих сторон были потрясены. Модификации духовного зверя и модификации древности звучали похоже, но разница была на самом деле такой же большой, как небо и земля. Модификации древности были останками нескольких необычных духовных зверей, которые сохранились с давних времен. Из-за длительных изменений внешнего вида и характеристик они стали совершенно новым видом, который обладал лишь некоторыми характеристиками своих предшественников. Однако таких духовных зверей было крайне трудно найти. Модификации духовного зверя были совершенно уникальным существом. Это были духовные звери, которые по неизвестной причине подверглись непредсказуемым мутациям, что привело к значительному изменению их способностей. Качество этих модификаций отличалось друг от друга, но у каждого из них были удивительные способности, превосходившие то, что из себя представляла обычная магия. Наиболее известной способностью было окаменение большинства магических инструментов или магических сокровищ. Эта способность была довольно мощной. И если культиватор формирования ядра использовал такую способность своего собственного духового зверя, он бы мог уничтожить 4 культиваторов своего ранга за один раз. Поскольку способности этих модификаций духовного зверя вызывали ужас в области моря рассеянных звезд, они получили название аберрантной техники, чтобы отличать их от обычных магических приемов. Сначала трехглавая пантера могла испускать только огненный элемент из своего третьего глаза. Но теперь он был способен стрелять лучом света, который мог превращать магические инструменты и сокровища в камень. Это была способность, которую духовный зверь приобретал после мутации. Модификация духовного зверя была редким существом, которое сложно было найти. Кроме того, мутации происходили только у духовных зверей 4 класса и выше. С тех пор, как существование модификаций духовных зверя стало широко известно в области моря рассеянных звезд, появилось не более дюжины. И среди этих десятков менее половины из них обладали особенно разрушительными способностями. Хуже того, модификации духовного зверя стали появляться все реже. Прошло более 1000 лет с тех пор, как была замечена последняя модификация духовного зверя. Таким образом, хозяева духовных зверей перестали надеяться, что один из их зверей станет модификацией. Эта мысль стала ничем иным, как мимолетным мечтой. В тот момент Ван Тиньмин понял, почему Мэн Хуцзи даже не стал думать над тем, чтобы разделить сокровища. Модификация трехглазой пантеры была невероятно сильной. Даже у ледяного дракона вместе с призрачной черепахой не было ни шанса. Когда Ван Тиньмин понял это, выражение его лица стало мрачным, и он перевел свой взгляд на Цзень Иня и Лао Маньцини. Они оба были удивлены. Было ясно, что они уже решили отказаться от его предложения поделить небесный котел. Ван Тиньмин все правильно понял. Теперь, когда Цзень Инь увидел, что у Мэн Хуцзи была модификация трехглазой пантеры, он отбросил все мысли о том, чтобы делать небесный котел. Цинь на самом деле не был ярым поклонником буддизма, поэтому тоже ни в коем случае не собирался делить сокровища с культиваторами праведного Да, если он смог бы его монополизировать. Цзень Инь осмысленно переглянулся с Цинь, а затем стал крутиться. Внезапно вокруг него появилось множество нитей глубокой черной ци. В следующее мгновение все они превратились в множество демонических трупов, которые бесследно исчезли во вспышке черного света. Лао Маньцини отправил голосовую передачу Ханьли: «Отойди немного назад и защищай свою жизнь как можно лучше. Мы не сможем защитить тебя в предстоящей битве». Сказав это, лазурные птицы над его головой получили приказ. Они громко заклокотали и метнулись в культиваторов праведного Да, словно рой лазурных стрел. Старик выбросил еще один рой птиц. Видя, что культиваторы дьявольского Да начали действовать, Ван Тиньмин не стал медлить. Даже если бы модификация духовного зверя Мэн Хуцзи была довольно большой проблемой, ему нечего было бояться. В конце концов, эта свирепая модификация духовного зверя была не более, чем обычным зверем. Кроме того, он четко понимал, что, хотя этот аберрантный метод может превращать объекты в камень, он не оказывает большого влияния на тело культиватора. Пока он был осторожен и не позволял магическим сокровищам ударить по желтому свету, можно было бы справиться с духовным зверем. С этой мыслью Ван Тиньмин фыркнул и быстро крикнул «Вперед!». Сказав это, он выпустил своего белого ледяного дракона и ударил ладонями о грудь, в результате чего из его тела вырвалось фиолетовое пламя. В следующее мгновение он весь стал покрыт фиолетовым пламенем и начал двигаться в направлении Мэн Хуцзи. Когда Тянь Цзи увидел это, он тут же скомандовал призрачной черепахе. Слабый блеск внезапно вспыхнул в глазах огромной черепахи.
Она медленно открыла рот, извергая огромное количество белого тумана, обрушив бушующую метель в сторону парящих лазурных стрел. Не желая быть уничтоженными, лазурные птицы раскрыли свои острые клювы в ответ. Тонкие полосы лазурного пламени один за другим вырвались из их клювов, мгновенно сливаясь в огромный луч лазурного пламени. И лазурное пламя, и ледяной туман рассеялись, как только столкнулись, поскольку их силы были равны в данный момент. Старый фермер действовал несколько странно. Он внезапно сделал рукой странный жест, призвав блестящую изумрудную ветку ивы, которая появилась между его пальцами. Взмахнув этой веткой, из нее вылетело бесчисленное множество зеленых фантомов, которые тут же заполонили собой площадь более 40 метров, превратившись в зеленое море. Внезапно, это двумя вспышками черного света, два бронированных демонических трупа появились в этом зеленом море. В следующее мгновение зеленые нити обвили демонические трупы, словно нити были живы. Эти демонические трупы обладали чудовищной силой, но, связанные нитями, они были бессильны. Без возможности вырваться на свободу, они завывали от отчаяния. Когда Цзень Инь увидел это, его лицо стало ледяным. За секунду он превратил свое тело в большое черное облако, быстро метнувшись вверх. Поскольку каждый отдельный демонический труп было довольно сложно усовершенствовать, он не хотел просто так оставлять их врагу. И поскольку его противник, очевидно, использовал технику древесного элемента, его демонические трупы были бы вдвойне эффективны при половине усилий. Увидев разворачивающуюся между культиваторами зарождающейся души битву, Хань Ли не нуждался в каких-либо дальнейших инструкциях, чтобы сделать несколько шагов назад. Хотя он ясно понимал, что даже если он сделает 100 шагов назад, это не изменит ситуацию, Хань Ли подсознательно пожелал отойти. Если бы культиваторы праведного Да передумали и не захотели приобретать небесный котел, они бы решили уничтожить хозяина Кровавого Паука. В этом случае не было бы никаких сомнений в том, что он умрет. Ему слабо верилось, что Мэн Хуцзи и другие прибудут вовремя, чтобы спасти его. В конце концов, культиватору зарождающейся души, чтобы передвинуться на любое расстояние каменной платформы, было нужно только мгновение. В этот момент он вспомнил о костяном мудреце. Пока Цзень Инь был занят битвой с другими культиваторами зарождающейся души, это была хорошая возможность, чтобы костяной мудрец заманил его в засаду. Хань Ли не знал, станет ли костяной мудрец уделять первоочередное внимание сведению счетов и мести, или же решит проявить терпение, отказавшись от помощи праведному Да. С этой мыслью Хань Ли невольно взглянул на костяного мудреца, который стоял под алтарем. В этот момент костяной мудрец безмолвно наблюдал за битвой. Его лицо было полностью лишено каких-либо эмоций, что не позволяло Хань Ли предугадать ход его мыслей. Старая лиса. Хань Ли невольно выругался про себя. Глава 483. Трансформированное сокровище. Однако, так и не раскусив намерений костяного мудреца, взгляд Хань Ли переместился к его кровавому пауку. Красный свет в теле паука начал сверкать еще ярче. Слегка подрагивая, он продолжал тянуть нить. В этот момент молочно-белая паутина сверкнула слабым, синим светом. Свет пробежал по паутине, пока он не наткнулся на красное сияние паука и тут же рассеялся на пятнышке белого света. Этот синий свет не мог коснуться тела кровавого паука. Хань Ли нахмурился. Несомненно, этот странный свет имел какое-то отношение к небесному ледяному пламени. Неудивительно, почему эти эксцентрики не осмеливались помочь духовному зверю вытащить сокровище. Они боялись этого синего света. Не успел Хань Ли об этом подумать, как он услышал смех Мэн Хуцзи, который взлетел в небо. Внезапно это привлекло внимание Хань Ли. Он увидел, как тело Мэн Хуцзи увеличилось на 13 метров. Одежда в верхней части его тела превратилась в плотные ряды золотых чешуек. Но еще более привлекающим внимание были несколько серебряных, световых колец, которые вращались вокруг его огромного тела. Серебряные кольца казались иллюзорными и беспорядочно трепетали, предотвращая приближение пурпурного пламени дракона Вань Тиньмина к Мэн Хуцзи. Хотя Мэн Хуцзи и заявил, что его небесное дьявольское искусство является лучшим в области моря рассеянных звезд, он не хотел попадаться под воздействие истинного пламени Вань Тиньмина. Помимо преобразования небесного дьявольского искусства, Мэн Хуцзи надел пару ужасающих перчаток, каждый дюйм которых был покрыт длинными иглами. Мэн Хуцзи размахивал руками, ударяя по воздуху, и каждый удар был нацелен на огромный пурпурный драконический меч, который призвал Вань Тиньмин. Каждый удар отталкивал огромный меч назад. Выражение лица Вань Тиньмина стало мрачным. Он тут же приказал двум своим фиолетовым пламенным драконам взлететь в небо и найти слабую точку в серебряных кольцах. Он надеялся убить Мэн Хуцзи в один ход. Лао Маньцинь и Тянь Уцзы больше всего беспокоились о сохранности своей жизни.
Они держались поодаль во время сражения. Цинь постоянно отдавал приказы своей лазурной птице и защищался магическими сокровищами, а Тянь Цзы полагался на свою призрачную черепаху и свою короткую булаву, формируя непроницаемую защиту. Эти двое сражались так, будто обменивались советами. Самое оживленное сражение было у Цзень, Иня и старого культиватора. Их битва занимала большую территорию, оттуда раздавались вопли призрака и крики феникса. Зеленые силуэты мерцали в огромном вихре черной ци. Единственное, что можно было разглядеть, мерцание небесного трупа или дикие розги огромных зеленых лоз, обогнувших край черного тумана. Трехглазая пантера со способностью окаменения тем временем сражалась с ледяным драконом. Дракон явно находился в невыгодном положении, аберрантная техника пантеры оказывала на него сильное давление. Белый, ледяной туман, который он извергал, сразу же превращался в куски камня при контакте с желтым светом, оставив пантеру совершенно невредимой. В настоящее время этот дракон был не ровня пантере, и было неизвестно, сколько он еще сможет продержаться. Когда Хань Ли заметил битву, в его голове появилась странная мысль. Хотя их битва была довольно оживленной, с большим количеством магических сокровищ, секретными техниками, он не чувствовал, что это была борьба не на жизнь, а на смерть. Как будто они не сражались за свою жизнь, а просто спарринговали. Неужели все битвы между культиваторами зарождающейся душами такие? Подумав об этом, он снова взглянул на костяного мудреца. На каменном лице костяного мудреца появился легкий след насмешки, но, почувствовав взгляд Хань Ли, его лицо снова вернулось в прежнее состояние. Сердце Хань Ли задрожало. Казалось, что он вот-вот все поймет. Но прежде чем он смог продолжить эту мысль, из отверстия алтаря вспыхнул огромный взрыв, а затем раздался оглушительный звон. Вздрогнув, Хань Ли повернулся лицом к дыре, готовясь защитить себя. Он увидел, как из дыры вырвался пульсирующий синий свет, который превратился в красное пламя, словно это было пламя огнедышащего дракона. Огненный свет быстро обернулся вокруг алтаря, а затем остановился в воздухе, превратившись в форму огромного двуглавого волка. Все его тело было сделано из пылающего пламени. Зверь оглянулся по сторонам, а потом убежал. Увидев это, обе стороны перестали сражаться и были ошарашены. Ближе всего к нему был Лао Маньцинь, и тут же ударил его по голове. Он выпустил лазурную руку в огненного волка. Вань Тиньмин, увидев это, закричал: «Не смей!» «Это сокровище мое!» Он повернулся, разделив себя на два одинаковых «я», которые вспыхнули фиолетовым светом, и метнулся за огромной рукой. Наконец, другие тоже пришли в себя и поспешно активировали свои способности, начав преследовать волка. Множество разноцветных огней сосредоточились в одной точке. Остальные, очевидно, последовали за Циньи и Вань Тиньмином. Огромная лазурная рука Циньи была не только быстрой, но и получила фору. Она первой добралась до пламенного волка и собиралась схватить его. Все были уверены, что Циньи удастся захватить это существо, кроме самого волка. Он качал головой назад и вперед, что привело к появлению красно-желтого светового барьера, который обернулся вокруг его тела. Как только рука коснулась барьера, ее оттолкнуло назад на несколько метров. Сначала Циньи был потрясен, но вскоре на его лице появилась улыбка. Как только лазурная рука была отброшена, внезапно появился пурпурный свет Вань Тиньминь. В тот момент он быстро изменил свою цель. Полоски света слились в фиолетового дракона, яростно атаковав большую руку. Увидев это, Лао Маньцинь внутренне выругался на предательство Вань Тиньмина. Рука была трансформацией его духовного чутья. Хотя эту способность было легко использовать, его сила, конечно, не была слабой. Тем не менее, он не смел принять прямой удар от пламенного дракона, созданного истинным небесным искусством. Даже если бы он смог приобрести сокровище, его духовному чутью был бы нанесен тяжелый урон. Он не мог позволить себе такой размен. Самым лучшим вариантом было отступиться от волка, чтобы блокировать фиолетового дракона Вань Тиньмина. Лазурный свет и фиолетовое пламя ожесточенно столкнулись. В тот момент другие настигли их. Они окружили пламенного волка, и вместо того, чтобы атаковать его, все начали нападать друг на друга. Эти атаки были гораздо более жестокими и беспощадными, чем раньше. Секретные методы выполнялись быстро и последовательно, связывая всех и делая их неспособными обратить внимание на пламенного волка. Магический волк, казалось, обладал интеллектом и понял, насколько культиваторы зарождающейся души были ужасными. Он быстро выскочил подальше от них и метнулся в направлении 3 культиваторов стадии формирования ядра. Сначала Хань Ли был ошеломлен этим, но тут же пришел в себя. Двуглавый пламенный волк наверняка был бы перевоплощением небесного котла. До того, как он узнал, что небесный котел смог вырваться, Хань Ли понятия не имел, что котел, несомненно, был редким предметом,
который мог оказывать сопротивление и действовать самостоятельно. При виде того, что трансформированное сокровище несется прямо на него, Хань Ли тут же похлопал по своей сумке для хранения. Белая полоска ци внезапно вылетела и появилась у него на руках, являя древнюю цветочную корзину. Не успев сделать это, Хань Ли увидел, как два огромных питона из черной ци схватили пламенного волка. Им удалось несколько раз обернуться вокруг его тела, остановив его движение. Хань Ли внутренне выругался и, переведя взгляд в сторону, увидел, как Учжоу формирует заклинание с гордым выражением на лице. Похоже, огромные черные питоны были созданы с помощью глубокого искусства инь. На лице Хань Ли появилась небольшая досада. Он сомневался, стоит ли ему нападать на Учжоу ради сокровища. В конце концов, сокровище все еще не было действительно приобретено. Однако это, несомненно, спровоцировало бы великого мастера Цзень и несомненно уничтожить его после того, как небесный котел был бы захвачен. Овчинка не стоила выделки. Но не успел он об этом подумать, как костяной мудрец безжалостно начал атаковать пламенного волка. Холодный блеск сверкал в глазах костяного мудреца. Он молча открыл рот и выплюнул луч зеленого света. В одно мгновение зеленый свет ярко засверкал, превратившись в огромную изумрудно-зеленую сетку, которая накрыла как черных питонов, так и пламенного волка. Глава 484. Битва за сокровище. Учжоу не ожидал такой подлости от молчаливого костяного мудреца. Он яростно закричал: «Как ты смеешь оспаривать у меня это сокровище?» Костяной мудрец ухмыльнулся и с нескрываемой усмешкой сказал: «Ха! Разве это сокровище твоего клана? Так почему я сражаться за него?» Учжоу разгневался, но тут же понял, что костяной мудрец был прав, и скривил лицо. Вместо того, чтобы начать спорить, он сжал свою руку в жесте воплощения, решительно заставив черных питонов проявить больше силы. Казалось, Учжоу понял, поскольку костяного мудреца поддерживал Мэн Хуци, который даже Цзень и не держал в страхе, он не мог использовать статус своего деда, чтобы подчинить его. Действия Учжоу рассмешили костяного мудреца. Без лишних слов он указал на зеленую сеть, в результате чего она стала сверкать еще ярче, а нити стали толще и более упругими. Техники Учжоу и костяного мудреца сдерживали волка, но, несмотря на то, что его световой барьер уменьшился в несколько раз, он стал все более твердым и ярким. Пламенный волк кинул на них холодный взгляд, пока они остановились. Культиваторы зарождающейся души, сражавшиеся в небе, были застигнуты врасплох. Никто из них не ожидал, что сокровище попытается напасть на культиватором в стадии формирования ядра, чтобы скрыться. Культиваторы праведного Да стали обеспокоены еще больше и были готовы прекратить битву, чтобы захватить сокровище. Эксцентрики были более-менее спокойны. Неважно, как это выглядело со стороны, они были намерены захватить сокровище в любом случае. Вот почему навязать битву культиваторам праведного Да для них было очень выгодно, поскольку в это время их младшие могли захватить сокровище. Кроме того, Мэн Хуци и Цзень Инь чувствовали, что у них был больший шанс приобрести сокровище для себя. Учжоу получил много магических сокровищ от Цзень Иня, а также использовал дьявольское глубокое искусство Инь, одно из лучших культивирующих искусств в области моря рассеянных звезд. Таким образом, Цзень Инь был уверен в том, что Учжоу сможет вырвать сокровище у костяного мудреца, который, по-видимому, культиватором ранней стадии формирования ядра. Мэн Хуци, зная истинную личность костяного мудреца, обладал гораздо большей уверенностью в приобретении, чем Цзень Инь. Цзинь ничего не оставалось, кроме как действовать по обстоятельствам. Не останавливаясь ни на минуту, он решил задержать Тянь Цзы. В тот момент единственным человеком возле алтаря был Хань Ли, однако он совершенно не чувствовал себя спокойно или уверенно. Он чувствовал, как у него по спине бежал холодный пот. Он инстинктивно вытащил древнюю цветочную корзину минуту назад из-за того, что она была наиболее подходящей для захвата сокровищ. Но когда он увидел, как движется костяной мудрец, чтобы захватить сокровище, он мгновенно вспомнил нечто то. Его древнее сокровище было чем-то, что он забрал у уродливого человека, который наблюдал за тюрьмой костяного мудреца. Если бы он использовал ее, то Цзень Инь мог догадаться, что он освободил костяного мудреца. Вот почему у Хань Ли по спине бежал холодный пот. Мысль о том, чтобы драться с другими, чтобы захватить сокровище, отошла на второй план. Его разум был хаотично наполнен всякими отвлекающими мыслями, пока он делал все возможное, чтобы придумать подходящее решение для борьбы с Цзень Инем. Но в следующий момент Хань Ли был удивлен. Он явно почувствовал, как взгляд Цзень Иня упал на цветочную корзину, но совершенно не среагировал. Хань Ли внезапно пришел в восторг. Он тут же понял, что это древнее сокровище уродливый человек получил не от Цзень Иня.
Более того, он даже не знал, что уродливый человек обладал этим сокровищем. Придя к такому выводу, Хан Ли почувствовал облегчение. Хан Ли правильно догадался. Этот уродливый человек долгое время стоял на страже у острова Костяной Мудреца, и как только услышал о древней цветочной корзине, покинул остров, чтобы заполучить его. Хотя ему удалось приобрести сокровище, группа Хан Ли уже окружила формирование Костяного Мудреца и собиралась его уничтожить. Это привело уродливого человека в ярость, но в конечном итоге он все равно погиб. Так цветочная корзина попала в руки Хан Ли. Почувствовав свое спокойствие, Хан Ли взглянул на Учжоу, и на Костяной Мудрец боролся с огненным волком. Он подумал про себя: «Тебе очень повезло, старый дьявол. Если бы Цзень-Иня, я бы потащил тебя со мной. Не думай, что я дам тебе выйти сухим из воды». Из отверстия в полу снова раздался грохот. Заметив это, все культиваторы зарождающейся души замедлили руки и переглянулись между собой. В одно мгновение все они двинулись в направлении отверстия алтаря. В этот момент небесный котел был близок к поверхности. Культиваторы зарождающейся души были вынуждены блокировать невероятный холод, который он выпускал, используя свои защитные техники и магические сокровища на полную мощность. Хотя эти действия вызывали вспышки чудесного света, обе стороны продолжали бдительно наблюдать друг за другом. В этот момент Цзень-Инь почувствовал досаду. Его первоначальный план состоял в том, чтобы отстранить культиваторов праведного Да и захватить сокровища за раз. Затем они разделили сокровища между собой по соглашению. Но кто бы мог подумать, что, когда небесный котел приблизится к поверхности, древние сокровища из него вылетят сами по себе. Таким образом, приобретение сокровищ зависело от уровня мастерства и удачи. В конце концов, независимо от того, кто захватит сокровища, невозможно было уговорить его отдать сокровища другому человеку, так как они были приобретены в результате битвы. Это делало их первоначальное согласие о том, как разделить сокровища, недействительными. Глаза Цзень-Иня стали блуждать по сторонам, желая узнать, есть ли способ получить больше сокровищ. Но как только эти мысли появились в его голове, раздался оглушительный визг, сопровождаемый потоками ветра. Полоса красного и белого сияния появились из синего пламени в центре. 6 культиваторов зарождающейся души были совсем близко к отверстию, и все они действовали почти одновременно, используя свои секретные методы в борьбе за контроль. Вань Тиньмин соперничал за желтый свет против Цзень-Иня и Цинь. Он приказал своему фиолетовому пламенному дракону преследовать желтый свет. Как только он открыл свой рот со странным выражением, которое появилось на его лице, он выстрелил 2 сверкающими фиолетовыми жемчужинами в сторону Цзень-Иня и Цинь, истинное небесное сокровище. Цзень-Инь при виде ничем не примечательного жемчуга закричал так, как будто они были гадюками. Никто не посмел использовать магические сокровища, чтобы заблокировать жемчужины. Цзень-Инь и Цинь быстро уклонились от них, но к тому времени фиолетовый пламенный дракон проглотил желтый свет и вернулся к Вань Тиньмину. Вань Тиньмин взволнованно сжал желтый свет и стал вертеть в руках странное древнее сокровище с 4-гранным орнаментом. На его поверхности были мерцающие талисманы, которые испускали невероятно мощные духовные колебания ци, что делало это сокровище выдающимся. 2 фиолетовых бусины еще немного покружили в воздухе и бесследно исчезли. Когда Цзень-Инь и Цинь увидели это, их лица стали пепельно-бледными. Он по-настоящему великий мастер секты праведного Да. Кто бы мог подумал, что он будет использовать ложные жемчужины, чтобы обмануть нас. Цзень-Инь произнес каждое слово сквозь стиснутые зубы. Лицо Цини невероятно уродливым, когда он хмуро смотрел на Вань Тиньмина. Тот ухмыльнулся и вернул им оскорбление. Кто бы мог подумать, что эти знаменитые культиваторы дьявольского Да, которые даже не смогли понять, действительно ли мое истинное небесное сокровище реально, так бесстыдно считают себя лучше меня. Разве вы не знаете, что я использую истинное небесное сокровище только в том случае, если нахожусь на грани между жизнью или смертью? Оно вряд ли подходит для борьбы за сокровище. С какой стати я должен использовать то, что ухудшает мою культивацию по такому пустяку? Но, конечно, если вы двое, дорогие господа даосы, хотите опробовать на себе силу моего истинного небесного сокровища, я готов сделать исключение. Вань Тиньмин мягко сложил руки. С вспышкой фиолетового света нефритовый орнамент исчез, а на его месте появилась фиолетовая жемчужина, которая выглядела точно так же, как и предыдущие. Выражения лиц Цзень-Иня и Цинь изменились. Они переглянулись между собой с мрачными выражениями, как будто они оба были не уверены в своих намерениях. В этот момент Мэн Хуцзы нахмурил брови, взглянув на старого фермера и Тянь Усцы, и сумел насильно захватить белый свет. У него в руках была сверкающая древняя монета. Когда Цзень-Инь увидел это, его лицо стало еще более неприглядным.
Цинь вскрикнул будто бы от удивления. Цзень Инь был удивлен этой реакцией Цинь. В тот самый момент Хань Ли был под алтарем, тщательно изучая красно-желтый скипетр в жуи в руке. На нем были два реалистично вырезанных изображения фигур голов волка с каждой стороны. Казалось, что это было древнее сокровище, превратившееся в двуглавого пламенного волка. Недалеко от него Учжоу и костяной мудрец холодно смотрели на Хань Ли с возмутительными выражениями. Цзень Инь был несколько в замешательстве, но молчал. Он действительно был потрясен. Сокровище попало не в руки к нему, Цзень Иню или Учжоу, а к Хань Ли, который вообще не проявлял ни малейшего намерения действовать с самого начала. Глава 485. Замерзание. Пока культиваторы зарождающейся души сражались, Учжоу и костяной мудрец были крайне удивлены тем, что смогли подавить пламенного волка. Внезапно волк зарычал, и две головы волка трансформировались в огромного, рогатого серебристого волка. Затем он опустил голову и выпустил из рога поток серебряного света. Хотя вспышка света была длиной всего лишь в полфута, она была невероятно мощной. В мгновение ока в теле черного питона появилась большая дыра, а сеть была разрушена. Как только зеленую сеть тут же коснулась вспышка серебряного света, она бесследно исчезла. Когда Учжоу и Цзень Инь увидели это, они были в шоке. Учжоу поспешно сделал заклинание и выстрелил черным светом в сторону продырявленного черного питона. Большое отверстие в нем сразу же заросло, излучая искры слабого света, а также стабилизируя тело питона. Костяной мудрец тем временем тоже пришел в себя и уставился на огромного серебряного волка, как будто что-то придумал. Какое-то время он колебался, а затем открыл рот с торжественным выражением лица и выплюнул темно-зеленый нож. Нож был всего несколько дюймов длиной, однако из-за сияния, которое он испускал, можно было сразу сказать, что этот нож не был обычным. Сердце Хань Ли вздрогнуло, когда он взглянул на магическое сокровище. Если он не ошибся, то нож был трансформированной версией золотого молниеносного бамбука костяного мудреца. Он просто использовал магическую технику, чтобы скрыть свою первоначальную форму. Неужели костяной мудрец сошел с ума? Цзень Инь был прямо в небе над ним, а он осмелился использовать свое магическое сокровище. Цзень Инь наверняка должен был узнать это сокровище. Хотя костяной мудрец сумел скрыть его внешний вид, даже Хань Ли понял, что это было сокровище из золотого молниеносного бамбука. Это было слишком смелое действие. Хань Ли немного поколебался и подумал, неужели серебряный волк настолько исключителен, что старый дьявол готов рисковать ради него. В тот момент огромный серебряный волк внезапно сжался в размерах и мгновенно превратился в свою миниатюру размером в фут. Затем, вспыхнув серебряным светом, он пролетел к дыре алтаря, оторвавшись от Учжоу и костяного мудреца. Как только костяной мудрец увидел это, он тут же выбросил свой нож, который превратился в зеленую полосу света. С большим грохотом маленький нож врезался в серебряного волка, но волк ничуть не пострадал. Как же так случилось, что серебряный волк оказался у Хань Ли? Для Хань Ли это был настоящий подарок судьбы. Он мгновенно отбросил какие-либо опасения, которые были в его голове, и бросил свою цветочную корзину к серебряному волку. Опасаясь, что этого магического сокровища недостаточно, чтобы захватить волка, Хань Ли высвободил из своей сумки для хранения пятицветный медный браслет. Он вдохнул в него свою духовную ци, заставляя ее вспыхнуть радужным светом и исчезать бесследно. Вскоре после этого появилось большое кольцо. Волк не успел среагировать на то, как вокруг его шеи и конечностей внезапно появились 5 медных колец. Волк упал на землю, как раненая птица. Цветочная корзина превратилась в белый туман и уже преследовала волка. Через секунду она догнала волка и окутала его. Хань Ли свистнул и поймал волка в свою руку, вернув его в первоначальную форму. Только что восстановив свои магические сокровища, костяной мудрец и Учжоу с удивлением смотрели на Хань Ли. По выражениям на их лицах было ясно, что они не верили своим глазам. Учжоу первым пришел в себя. Однако то, что произошло сейчас, превзошло все его ожидания. Сначала он думал, что он легко сможет захватить это бесхозное сокровище благодаря своему глубокому искусству инь. Он не ожидал, что костяной мудрец будет сражаться с ним за сокровище. Однако и захватить сокровище оказалось не так просто. Пока он собирался использовать другое магическое сокровище, Хань Ли уже захватил волка, оставив Учжоу неудел. На лице костяного мудреца было странное выражение, когда он пришел в себя. Хотя вскоре он вернулся к своему обычному, каменному лицу, Хань Ли поймал гнев в его глаз. Кроме того, старый дьявол был сбит с толку, когда увидел, что на теле волка появились медные полосы.
У Хань Ли не было времени размышлять над выражениями костяного мудреца. Вместо этого он взволнованно взглянул в цветочную корзину. Медные полосы, казалось, были проклятием для серебряного волка. Они плотно сдерживали его, совершенно не позволяя ему двигаться. Выглядел он довольно жалким. Хань Ли ласково погладил волка по голове. Его рука сияла лазурным светом и полностью окутала его. Вскоре тело серебряного волка ослабело до того состояния, что он превратился в нефритовый скипетр. Пока Хань Ли с наслаждением обрел скипетр, Цинь и Цзень Инь с изумлением наблюдали за этим, проиграв свое сокровище Вань Тиньмину. Цзень Инь внутренне нахмурился. Теперь он ничего не мог с этим поделать, поскольку у него был такой великий противник, как Вань Тиньмин. Более того, не было никаких проблем с тем, что сейчас у Хань Ли появилось магическое сокровище. В конце концов, как его младший, он мог сохранить такое ценное древнее сокровище, обладающее собственным иллюзорным телом. Разумеется, Хань Ли бы потом искренне отдал его своему мастеру. Расставив все мысли в голове по местам, Цзень Инь снова уставился на Вань Тиньмина. Истинное небесное сокровище было оружием зарождающейся души, которому не было равных по силе. В такой схватке Цзень Иню было нужно быть особенно внимательным. Но, к сожалению, никто не успел начать действовать. Каменная платформа внезапно вздрогнула от землетрясения, как будто она собиралась разрушиться. В этот момент, наконец, вершина голубого пламени показалась снаружи отверстия. Хотя оттуда вырвалось только небольшое количество пламени, всю комнату тут же обдало холодным воздухом. С легким хрустом иней стал быстро распространяться по земле. Испугавшись, Хань Ли мгновенно отреагировал и метнулся в воздух. Костяной мудрец практически одновременно с Хань Ли поднялся в воздух. Однако Учжоу замешкался, и инею удалось коснуться его ног. Глубокая черная ци, окружавшая его тело, ничуть не смогла защитить его. В этот момент Учжоу испугался и хотел было взлететь, но его ноги уже примерзли к земле. Учжоу закричал, наблюдая, как мороз покрывает его ноги, поднимаясь все выше. Когда Хань Ли и костяной мудрец увидели это, они невольно переглянулись между собой в ужасе. Учжоу уже был на полпути, чтобы превратиться в ледяную статую, как вдруг сверху на него обрушилась тонкая линия черного света. Она попала точно в тело Учжоу, и под его воздействием иней растаял. Учжоу обрадовался. Он поспешно взлетел на небо, не смея медлить ни секунды, опасаясь за свою жизнь. В этот момент он услышал, как к его ухе раздалось голосовое сообщение, которое прозвучало раздраженным голосом: «Будь осторожен. В следующий раз я могу не успеть». Цзень Инь спас его. Он использовал свой всепоглощающий огонь, чтобы растопить иней от синего пламени. В этот момент эксцентрики с обеих сторон уставились на синее пламя, выходящее из отверстия, не моргая. У каждого из них были разные выражения на лице, у кого-то было волнение, у кого-то интерес или жадность. То, что Цзень Инь спас Учжоу, было случайностью. Он даже не повернул голову, когда говорил с ним. Он только взглядом облизнул губы и с лихорадочным взглядом уставился на отверстие алтаря. Тайное сокровище первого ранга не встречалось в течение множества лет в области моря рассеянных звезд. Небесный котел мог появиться в любую секунду в присутствии этих культиваторов зарождающейся души. Даже мрачный Цзень Инь и другие эксцентрики не могли не обратить внимания на появление языков синего пламени. Неудивительно, что Цзень Инь говорил с Учжоу таким раздраженным тоном после того, как спас его. Пока кровавый паук и огненные питоны дрожали от истощения, культиваторы с беспокойством наблюдали за ними с неба. Однако ни один из них не осмелился помочь животным, поскольку вокруг них уже все стало замороженным. Пока красные огни, испускаемые из тел духовных зверей, были в состоянии отразить холодный свет, эксцентрики не желали спускаться, чтобы помочь 3 духовным зверям. Культиваторы стадии формирования ядра тем временем дистанцировались на 100 метров от отверстия и наблюдали за происходящим издалека.